Если бы мне кто-то сказал в 2017 году, что я буду на Харлее путешествовать по всей стране, в день наматывая более 1000 километров, да еще и со своей второй половинкой, я бы, наверное, ему рассмеялся в лицо. Да еще и улыбнувшись сказал, что японские чопперы гораздо надежнее и качественнее. Но так говорят те, кто либо еще не накопил на Харлей, либо те, кто не знаком с философией этого легендарного мотобренда. Таким был и я. Но в процессе своего мотоэволюционирования понял, что я словно столбенею, когда вижу Харлей, слышу его звук и смотрю на его порой непонятные формы и понимаю, что здесь точно есть и особая мотохаризма, и какое-то чарующее влечение к бренду. А была не была, все же один раз живем. Так я стал обладателем своего первого Harley Davidson, и это был Street Glide CVO. Согласитесь, неплохо для начала. И отправившись с супругой в первое мотопутешествие, мы оба поняли, что это любовь навсегда. А потом я вступил в ХОК, клуб владельцев Харлеев, и началась активная клубная жизнь. Дальники, мотопарады, новые друзья, новые маршруты, планы на будущее, потрясающие мероприятия. В общем, теперь я точно понял, что такое Харлей и кто на них ездит. И мне это очень понравилось. Одновременно с этим, съездив на свой первый хоговский фестиваль в Воронеж, посетив Терра Башкирию в Уфе и Минск, появилась мечта проехаться с друзьями по США на Харлее. Наверное, это то же самое, как для индуистов умереть и быть кремированным в Варанаси. Конечно, так себе сравнение, но я думаю, вы поняли, о чем я, что это пик харлеевского счастья. Запрос отправлен, ответ не заставил себя долго ждать. Серега, привет. Ого, какие люди в Голливуде. Привет, Сереж. Есть желание прокатиться в хорошей компании? В хорошей-то, конечно, есть. А куда поедем? Уже ведь конец октября. Куда-то на юг? Да, точнее на юго-запад, в США. У тебя же есть американская виза? Ничего себе! Че, серьезно? Прям в Америку? Виза есть. А когда едем? Через 2 недели. Офигеть! Вот это авантюра! А есть время подумать? Надо же и по работе подсуетиться, и с семьей обсудить. Конечно. 10 минут тебе хватит? Ух, надеюсь, что да. Давай, Серега, я в тебя верю. Это будет лучшая поездка в твоей жизни. Гарантирую. Перезвоню через 10 минут. Свет, а помнишь, ты говорила, что тебе хочется пуховик из канадского гуся? Походу, я знаю, где можно купить со скидкой. И детям тоже. Да, как же тогда было все просто. Мы все собрались в аэропорту Шереметьево, прилетев туда из разных городов страны и ближнего зарубежья. Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и даже Минска. Сели в самолет Аэрофлота, следующего по маршруту Москва-Лос-Анджелес, и через 10 часов уже раскладывали свои вещи по кофрам свеженьких прокатных Харлеев от компании Eagle Riders. Да, это Америка, черт побери, и мы в городе ангелов. Нас было 12 относительно молодых людей с разных городов, разного возраста, из разных сфер деятельности. Но общее было одно – желание проехать Америку на легендарных Harley Davidson. Валентин Гриппас, Екатеринбург чартер. Олег Хабибов, Екатеринбург чаптер. Олег Коноплев, Екатеринбург чаптер. Олег Ильин, чаптер Екатеринбург. Андрей Дружинин, Екатеринбург. Андрей Мищенко, Екатеринбург чаптер. Александр Сушков, Санкт-Петербург чаптер. Сергей Колесников, Самара чапта. Сергей Завидов, Самара чапта. Сергей Каменев, ХОК Россия СНГ. Павел Чкезов, Беларусь, Аренберс. Андрей Хрусталев, Санкт-Петербург, Красные Кабаны чаптер. Так получилось, что это была наша первая и последняя совместная поездка с Андреем. Его жизненный путь трагически оборвался примерно через полгода. Казалось бы, вот ты вместе со всеми наслаждаешься дорогой, пьешь, ешь, радуешься, огорчаешься, строишь планы на будущее, решаешь по телефону какие-то проблемы, переживаешь. Одним словом, живешь обычной жизнью. А потом бац!
Сообщения в хоговском чате с некрологом, комментарии друзей, мол, как же так, ведь он еще так молод, ведь он хотел, он собирался, а он уже мчит на любимом Харлее по дико красивым и извилистым дорогам рая, продолжая свой уже небесный путь. Мы будем всегда тебя помнить, брат, катайся там и жди нас. Мы тоже туда приедем, но не сейчас. И в назидание всем, кто смотрит этот фильм, скажу: живите здесь и сейчас, наслаждайтесь каждым моментом, любите всех и цените каждый миг, словно он последний. Этот маршрут придумал Сергей Каменев вместе со специалистами Eagle Riders, лучшего агентства по аренде мотоциклов Harley Davidson в США. Это так называемое «Золотое кольцо Запада». Немного старт маршрута в Лос-Анджелесе. Потом уходим на юг, в Сан-Диего. Дальше держим курс на Палм-Спрингс. Потом через национальный парк Джошуа 3 на озеро Хавасу. Оттуда идем на Лас-Вегас. Там делаем передышку, впитывая в себя вайб города грехов. И осматриваем Гранд Каньон и дамбу Гувера с вертолета. После через долину смерти едем в сторону Бейкерсфилд. Оттуда уже идем по апельсиновой Калифорнии до Монтерея. И дальше облизываем знаменитую трассу А1, или как ее называют, Pacific Highway. Дорогу с самыми потрясающими видами, которая идет вдоль океана. По ней, собственно, проезжая такие известные города, как Солванг, Кармель, Санта-Барбара, возвращаемся вновь в Лос-Анджелес. Вот такой был план на ближайшее время. Мотик каждый сам себе выбирал из личных предпочтений. Лично я себе взял Road Glide Special, потому что как раз собирался его купить вместо стрита. А комплектация Special, потому что у меня была сумка и задний кофр мне мешал. Мотоциклы свеженькие, страховка полная. Отели все забронированы с одноместным проживанием. И даже бензин входил в стоимость тура. В общем, все под ключ. Переведя дух в одном из небольших отелей Лос-Анджелеса, который расположился прямо в Марине, мы отправляемся в прикаточный тур по окрестностям Лос-Анджелеса. Это Стив, наш роуд-капитан, и он тут рассказывает о маршруте. Good morning, guys. Well, we're going to go up Sunset Boulevard. We're going to go cruise Hollywood Boulevard. We're going to stop. We're going to look at the Walk of the Stars, where they have the different stars, concrete impressions in the sidewalks, and they have their names in the sidewalks. After that, we will go up to Angeles Crest Highway. We will drive Angeles Crest Highway. We will drive down to the desert, and then we will take some roads down to Pacific Coast Highway and then back here. Should be a full day, about 475 kilometers. Ну, в общем, мы поехали, так сказать, освоиться и вкатиться. Честно скажу, что в Лос-Анджелесе я уже был 3-й раз, и последний из них буквально 3 месяца назад. И практически все топовые достопримечалки уже видел не по одному разу. Но скажу так, что уже знакомые тебе объекты и улицы воспринимаются совершенно иначе, когда едешь за рулем Харлея, и притом в составе мотоколлектива. Все тот же Беверли-Хиллз и его знаменитая улица Родео Драйв, которая упирается в отель, известный по фильму «Красотка». Но, честно скажу, ощущения совершенно другие. Радость и гордость тебя переполняют. Конечно же, не обошлось и без аллей звезд. Если бы вы только видели, как мы туда въехали, все туристы достали свои телефоны и снимали нашу громкую колонну, заворачивающую на парковку. Далее отправляемся еще к 2 знаменитым достопримечательностям города ангелов – обсерватория Гриффина и надписи на холме Холливуд. С обсерватории открывается невероятный вид на панораму Лос-Анджелеса.
На самом деле Лос-Анджелес – это не город, а округ, расположенный в американском штате Калифорния. Это самый населенный округ США. По состоянию на 2018 год численность населения составляла более 10 миллионов жителей. В его состав входят 88 городов, а площадь составляет 10 570 квадратных километров. Округ является домом для более четверти жителей Калифорнии и является одним из самых этнически разнообразных округов в Соединенных Штатах. Протяженность Лос-Анджелеса составляет 38 километров с запада на восток и 71 с севера на юг. В городе нет метро, и не мудрено, это ж какую площадь надо покрыть. В основном дома 2-3-этажные, но у каждого крупного городка есть свой деловой центр с небоскребами, так называемый даунтаун. Дальше отправляемся из парка Гриффина по местным горным серпантинам. Уже на закате выкатываемся на побережье в район пляжа Малибу. Так, мы приехали на обед, хотя время, конечно, уже 5 часов. Приехали в культовое место, это недалеко с пляжа Малибу. Эта трасса называется Pacific Highway, которая идет из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Вот здесь очень интересное заведение, в котором собираются все байкеры. Вот так мы вкатились и провели свой первый день. А дальше нужно было максимально перестроиться на американское время и отдохнуть, потому что завтра выходим на полный маршрут. Утро начинается, как обычно, с брифинга по маршруту, который проводил Сергей Каменев. Так, сегодня второй день нашего трипа. Мы покидаем Лос-Анджелес и отправляемся в сторону Сан-Диего. По пути нас ждет и Лонг-Бич со своим незабываемым Квин Мэри. Нас ждет Каттинга, это самая крутая серферская станция. Ну и Ньюпорт, это там, где весь американский жир осел, то есть там все богачи, все самое жирное, богатое такое, прям все там. Поэтому едем. Собравшись и заняв свое место в колонне, мы отправляемся на юг. С одной стороны мы видим красивые типичные калифорнийские районы. 2-3-этажные дома с красивыми зелеными насаждениями, а с другой стороны океан. И ехать по утру здесь особенно приятно. Чистый прохладный морской воздух, приятное не сильно жаркое солнце и рокот харлеевских моторов. Просто кайф. Заезжая на очередной холм, мы издалека видим портовую инфраструктуру Лонг-Бич, и размеры этого порта впечатляют. Лонг-Бич – это еще один из 88 городов, входящих в округ Лос-Анджелес, расположенный в южной части на побережье Тихого океана, в 30 километрах от делового центра Лос-Анджелеса. С юга Лонг-Бич граничит с округом Ориндж. Население города на 2018 год составляет 467 354 человека, что ставит Лонг-Бич на 7-е место в Калифорнии и 2-е в округе Лос-Анджелес по численности населения. Порт Лонг-Бич является одним из самых крупных портов мира. В городе очень развита нефтяная промышленность. Нефть найдена как под земной поверхностью, так и под поверхностью морского дна. В городе расположены различные предприятия, заводы по изготовлению самолетов,
автомобильных запчастей, электроники и домашней фурнитуры. В 2013 году журнал Time назвал Лонг-Бич одним из наиболее загрязненных городов во всех Соединенных Штатах. Большая часть города находится в непосредственной близости от портов-близнецов Лос-Анджелеса и Лонг-Бич. Преобладающие ветры приносят большую часть загрязнения воздуха из портов-близнецов. Среди источников загрязнения в портах как сами суда, так и тяжелое дизельное загрязнение от тягачей в портах и ближнемагистральных тягачей, перевозящих грузы из портов на внутренние склады. В общем, городок откровенно так себе для проживания, и проезжая по нему на мотоцикле, мы, как никто другой, почувствовали его тяжелый аромат. Въезжаем на парковку Квин-Мэри, паркуемся и идем взглянуть одним глазом на этот грандиозный корабль. Этот гигант сейчас стоит на приколе и выполняет роль одновременно гостиницы, ресторана и конференц-зала. Но почти 90 лет назад лайнер прославился своим трансатлантическим переходом, преодолев Северную Атлантику, который совершил за 3 дня 23 часа 57 минут со средней скоростью 30,63 узла. Это около 56 км в час. Мы лишь делаем памятное фото около него и русской подводной лодки, так как тайминг очень жесткий и осмотреться времени просто нет. Едем дальше. Проезжаем сам город и двигаемся вдоль побережья дальше к Сан-Диего. По пути проезжаем очень популярное местечко среди серферов под названием Хантингтон-Бич. Городок причесанный, красивый, туристический, привлекательный. И не мудрено, пляжная полоса здесь около 14 километров. И всем любителям серфинга тут есть где развернуться. Именно поэтому в Хантингтоне можно увидеть много венов и домов на колесах прямо на пляже. Промежуточной точкой на пути к Сан-Диего является еще одно колоритное место, куда мы отправляемся на пароме. Просто так кататься на мотоцикле по Калифорнии — это слишком скучно. Мы пошли дальше. Катаемся на мотоциклах на пароме, ребята. Остров Бальбоа – это поселок на берегу гавани в Ньюпорт-Бич, куда можно добраться через мост, паром и несколько общественных доков. Одно из самых дорогих с точки зрения недвижимости мест США, да, вот здесь вот как раз на этом острове сосредоточена вся самая лютая недвижимость. Прокатившись по острову, лично у меня не сложилось мнение о том, что это место олигархов. И на том же Беверли-Хиллз виллочки посолиднее. Но когда я позже залез в интернет и посмотрел стоимость аренды жилья, тут все встало на свои места. Вот, например, домик с 2 спальнями можно арендовать примерно за $500 в сутки. А вот этот вариант уже стоит больше $2000. Осмотревшись, мы покидаем этот остров уже через мост и отправляемся в один очень известный всем байкерам населенный пункт – Оранж Каунти. Помните, была передача про строительство кастомных байков в Оранж Каунти Чопперс? Нереально круто. Этот байк будет потрясающе смотреться на сцене.
По-моему, мы сотворили чудо. Кстати, напишите мне в комментариях, смотрели вы эту передачу или нет. Так вот, здесь расположен дилерский центр Харли Дэвидсон. И мы туда заехали, чтобы купить памятных сувениров и поздоровкаться с Эриком Северсоном, который приезжал в Минск в качестве представителя Eagle Riders. И мы, собственно, там с ним и познакомились. И он лично хотел нас поприветствовать на нашем маршруте. Eric from Eagle Rider here, and we're welcoming the Russians have made it to Orange County, and we've got about 20 Orange County pod members here to meet them. It's been a great day so far, and we're looking forward to even more. Look at these awesome people who came. Oh, there's a Russian. Yeah, this all Russian. All. Yes, and this is Chris, one of the directors for the Hog chapter here in America. Well, we're very happy to have all you guys out here and hope you enjoy it. Hope you have a good time. And we want to get out to Russia so we can ride out there with you guys. Эрик также познакомил нас с мемберами Orange County чапты, и мы, душевно пообщавшись, сделав совместную фоточку, отправляемся дальше. Путь в Сан-Диего мы продолжили уже Pacific Highway. И вот они, туманные ворота города. Климат Сан-Диего устроен таким образом, что вокруг города часто формируется туманное кольцо. Именно поэтому климат здесь не жаркий. Сан-Диего расположен практически у границы с мексиканской Тихуаной. Население города 1,3 миллионов жителей, с пригородами все 2,9. По численности населения Сан-Диего второй в штате после Лос-Анджелеса и 8 в США. В 2006 году журнал Money Magazine поместил Сан-Диего на 5 место в списке лучших для жизни городов. И даже на автомобильных номерах Сан-Диего написана фраза «Finest of the Nation». В этом городе я уже был и с ним познакомился достаточно подробно. Здесь есть что посмотреть и чем позаниматься. Тут вам и парк Бальбоа, и зоопарк, старый город в духе Дикого Запада и Золотой лихорадки, Seaport Village, космический музей, морской музей, музей человека, аквапарк SeaWorld и много чего еще. И всем, кто путешествует по США, я настоятельно рекомендую посетить Сан-Диего. В городе расположена основная база ВМС США на Тихом океане. И именно поэтому тут можно попасть с экскурсией на настоящий авианосец Midway. Но на все это потребуется время, которого у нас в этой поездке практически нет. И мы лишь прокатились по вечернему Сан-Диего, заселфились около знаменитого монумента моряка и его возлюбленной и по не менее знаменитому мосту отправились на остров, на котором расположен знаменитый отель Коронадо, в котором снимался фильм «В джазе только». А еще, как байкеры, путешествующие на мотоциклах Харли Дэвидсон, мы просто не могли не посетить огромный дилерский центр в Сан-Диего. И если честно, я был очень впечатлен его размерами и ассортиментом. Также всем неравнодушным к марке Харли Дэвидсон рекомендую посетить этот дилерский центр. На сегодня все. Завтра двигаемся дальше. Утро третьего дня. Мы покидаем Сан-Диего и едем в Палм-Спрингс. Традиционная заправка под горлышко и выдвигаемся. По утру всегда слегка прохладно и с удовольствием едешь в куртке, но уже ближе к полудню, как правило, теплое калифорнийское солнышко припекает и становится жарко.
За что я люблю Калифорнию, так это за ее часто меняющиеся ландшафты. Уникальный штат. Здесь вам и тропическая растительность на побережье, и индейские прерии, и апельсиновые рощи, и огромные вековые хвойные леса, и мексиканские ландшафты с кактусами. А мы тем временем направляемся в национальный парк Джошуа-3. Это часть нашего сегодняшнего маршрута. И про ландшафты я заговорил не просто так. Постарайтесь в рамках этого дня понаблюдать за тем, как они меняются. И вот вам подтверждение моих слов. Если только что вы видели прерии, то картина поменялась кардинально на участке пути в Каямака-парке. Итак, друзья, мы по пути в Палм-Спрингс. Мы остановились в этом замечательном месте для того, чтобы посетить одну из самых старых, реально золотодобывающих шахт. Но, видимо, из-за того, что шахта находилась не в лучшем своем состоянии, попасть в нее мы не смогли. Лишь перевели дух и насладились новыми ландшафтами. Далее мы ехали по не менее красивой местности, приближая встречу с Палм-Спрингс. Минуя гостиницу, мы сразу отправились на станцию канатной дороги, которая должна отвезти нас в совершенно другую климатическую зону, расположившуюся на высоте 2500 метров над уровнем моря. Особенностью этой канатной дороги является то, что вагон во время своего движения вращается, и каждый пассажир сможет насладиться панорамой утесов каньона Чина. А наверху будет ждать потрясающие ландшафты и прогулки по парку Сан-Хасинто. Если внизу сухой и жаркий климат, то наверху картина совершенно иная. Тут температура воздуха ниже градусов на 10. Растительность словно ты на Аляске или у нас в Сибири. Здесь можно отлично погулять, дыша прохладным хвойным воздухом. Также около станции подъемника есть 2 ресторана, сувенирный магазин и прочая туристическая инфраструктура. Как обычно, времени на глубокое исследование у нас нет, поэтому, немного охладившись, отправляемся на том же подъемнике вниз, наблюдая уже за панорамой ночного Палм-Спрингс. Чем же знаменит этот город? Итак, Палм-Спрингс – это город в округе Риверсайд, штат все той же Калифорнии, расположенный в долине Коачелия. Общая площадь города составляет 246 квадратных километров. Палм-Спрингс находится примерно в 89 километрах к востоку от Сан-Бернардино, в 172 километрах к востоку от Лос-Анджелеса и в 198 километрах к северо-востоку от Сан-Диего и в 431 километру к западу от Финикса, штат Аризона. Палм-Спрингс окружен со всех сторон горами. Сан-Бернардино на севере, Санта-Роза на юге, Сан-Хасинто на западе и Литл Сан-Бернардино на востоке. Благодаря такому уникальному географическому положению для Палм-Спрингс характерен довольно жаркий и сухой климат. 354 дня в году солнечный. В среднем за год выпадает 122 мм осадков. Среднегодовая температура составляет 23,7 градуса. Согласно данным переписи населения 2000 года, в городе насчитывалось 42 807 жителей, 20 516 домохозяйств и почти 10 тысяч семей. Плотность населения таким образом составляла 175 человек на 1 квадратный километр. Сейчас, наверное, жители Китая и Индии очень сильно им позавидовали. Но Палм-Спрингс знаменит немного другой историей. Этот городок занимает одно из первых мест в стране по доле проживающих здесь однополых пар. Им принадлежат 7,2% домашних хозяйств, что значительно выше среднего по США показателя в 1%. После выборов 2017 года все места в городском совете и пост мэра города заняли представители ЛГБТ-сообщества.
Поэтому, прогуливаясь по улочкам города, мы кругом наблюдаем радужную, чуждую нашему воспитанию атрибутику. И, если честно, показывать то, что мы там видели, я не хочу. Поэтому идем отдыхать, ибо завтра нас ждет интересный и насыщенный день. Выезжаем с парковки отеля и по традиции едем на заправку. Обязательный брифинг по программе от Сергея Каменева сразу после заправки мотоциклов. Мы отправляемся в национальный парк Джошуа 3, который представляет собой пустыню общей площадью больше 3000 квадратных километров. Примечательна она своими уникальными кактусами, которые называются Джошуа и были названы мормонами вследствие того, что они приняли их за статую молящегося Христа. Заводимся и уносим ноги из столицы нетрадиционных отношений. Наш путь лежит в национальный парк Джошуа 3. И пока мы едем туда, немного расскажу, откуда взялось это название. Парк Джошуа 3 расположен на юго-западе США, на месте пересечения пустыни Мохаве и Сонорской пустыни. Приобрел известность среди туристов благодаря удивительным скальным комплексам, расположенным в центральной части парка. Тем временем мы подъехали к пропускному пункту в парк. Этот национальный парк известен своими деревьями, кактусами очень высокими, которые назвали Джошуа. Въезд в парк платный. И так, в принципе, везде в США. Цены разные. Если мне не изменяет память, то цена одного мотоцикла составляла в районе $20. Но это не точно, потому что прошло уже 5 с лишним лет. По сути, Джошуа 3 состоит из двух частей. Пустыня Мохаве занимает северную часть парка. На ее территории растет юка бревифолия, древовидный суккулент из рода юка. Восточные и южные участки парка напоминают пустыню Сонора, благодаря таким растениям, как криозотовые кустарники и прыгающая чолья. На территории национального парка обитают 57 видов млекопитающих, 49 видов рептилий и более 250 видов птиц. На первой остановке мы идем осматривать один из каменных скальных комплексов. На него можно залезть, что мы, собственно, и делаем. Конечно же, здесь делаем фоточки, коллективные и индивидуальные. Ну и с высоты отлично видно всю округу. Далее перемещаемся по территории все того же национального парка Джошуа 3. Через какое-то время ландшафт меняется. Помните мультик «Тачки»? Так вот, мне кажется, что эти кадры прямо оттуда. Светит палящее солнце, деревьев нет, воды нет, кругом прерии и вдалеке горы. Если вы спросите, жарко? Да, было жарко. Пыльно? Терпимо. Хотелось ли пить? Хотелось. И пили. Делали остановки именно для этого. Но вы посмотрите, как же это красиво. Дорога, уходящая горизонтом в горы, желтая разметка и друзья-единомышленники. Это ли не мечта любого байкера? Мы доехали до тех самых гор, которые были у нас впереди, и сквозь проехали дальше. Впереди появилось озеро, и, как обычно, озеро сформировало вокруг себя поселение. Лейк Хавасу-Сити, так называется одноименный с озером населенный пункт, куда мы, собственно, и едем на ночлег. По озеру проходит граница штата Аризона. Казалось бы, особо ничем не примечательный городок имеет очень высокую туристическую привлекательность за счет одного объекта, и о нем поподробнее.
Изначально земли, находившиеся далеко от трафика, заселялись и продавались очень плохо. Но один умник по имени Роберт Плумер, будучи агентом по недвижимости нефтяного магната Роберта Маккаллаха, посоветовал ему купить и построить здесь лондонский мост, который уже не справлялся из-за растущего транспортного трафика со своими обязанностями, и лондонцы хотели его разобрать. Так они и сделали. Мост разобрали, пометив каждый камень, и перевезли сюда. Здесь же мост собрали, раструбили об этом по всей стране, и дело пошло. Земли стали активно покупать, а на них уже строить жилую и туристическую инфраструктуру. И отдых на озере Хавасу стал востребованным среди американцев. Таким образом, затраты по перевозке и строительству моста многократно окупились, а туристическая движуха здесь настроена отлично. На озере популярны водные виды активного и пассивного отдыха, много гостевых домов, ресторанов. В общем, жизнь кипит, и мы в нее немного погрузились. Этим прекрасным ноябрьским вечером мы находимся на озере Хавасу в Аризоне. Это замечательное место, где можно купаться, наслаждаться замечательной погодой, есть стейки и смотреть на лондонский мост. На нашем пути регулярно возникали какие-то случайно возникшие американцы. И честно скажу, что они в чем-то нам немного завидовали, что мы таким крутым коллективом могли путешествовать по их стране и получать кайф. И они искренне, не стесняясь, высказывали нам свою радость от встречи и легкую зависть. Но это было абсолютно по-доброму. На этом первая серия фильма заканчивается. Но не заканчивается путешествие. И в следующей серии вы увидите прославленный город Лас-Вегас, окунетесь в его атмосферу, насквозь пронизанной азартом. Гранд Каньон и дамбу Гувера с вертолета, узнаете, почему Долина Смерти получила такое название. Вместе с нами проедете по самой красивой дороге западного побережья А1, через такие города, как Монтерей, Санта-Барбара и Пизма-Бич. В общем, будет интересно. И чтобы не пропустить всю эту дорожную романтику, не забудьте подписаться на канал и поставить скромный лайк за проделанную работу.